Глава 2311. Хуан Юаньцзы. Большинство из этих культиваторов были учениками Цилин Ци, в то время как остальные были новыми учениками, которых Хай Юйтянь набрал с территории людей и демонов в течение последних 3 лет. Согласно плану Ханьли, новая партия учеников будет приниматься примерно раз в 10 лет. При таком расположении число учеников достигло бы того же уровня, что и в обычной крупной секте через несколько столетий. После нескольких тысяч лет воспитания на острове будет бесчисленное множество учеников стадии трансформации божества и пространственной закалки, и некоторые из учеников с исключительным потенциалом могут даже достичь стадии интеграции тела в этот момент. Хань Ли назвал дворец, в котором он жил, Лазурным дворцом происхождения, и название этого дворца, а также острова интеграции происхождения, несомненно, скоро будет известно на всем континенте Тянь-Юань. Под пристальным вниманием тысяч учеников Хай Юйтянь вышел из Серебряного дворца вместе с Серебряной луной, Джу Гаэром и его прямыми учениками. Теперь вы все можете встать. Я собираюсь покинуть остров и вскоре отправиться в долгое путешествие, и в мое отсутствие Юйтянь будет отвечать за все на острове, в то время как Серебряная луна будет заботиться о дворце лазурного происхождения. Есть ли какие-нибудь возражения? Спросил Хан Ли. Вовсе нет, учитель, ответил Хай Юйтянь и все остальные ученики с почтительными поклонами. Ты действительно не возьмешь меня с собой? Моя база культивирования, возможно, упала до стадии пространственного закаливания, но у меня все еще есть все мои способности и этот клон духовного тела стадии интеграции тела, так что я могу позаботиться о себе даже против среднего существа стадии Великого Вознесения, сказала Серебряная луна. Я не могу позволить тебе рисковать. Вы только что перенесли свою силу в клон духовного тела, и вам потребуется около 10 лет консолидации, чтобы действительно завершить этот процесс. Все это время ты должен оставаться во дворце лазурного происхождения, без колебаний ответил Хань Ли. В таком случае я не буду настаивать. Позаботься о себе, вздохнула Серебряная луна. Будьте уверены, если все пройдет гладко, возможно, я вернусь меньше, чем через 200 лет. Хуаши, Жу Гаэр, давайте отправимся прямо сейчас, сказал Хань Ли с улыбкой. В следующее мгновение над Серебряным дворцом вспыхнули пространственные колебания, и появился массивный священный ковчег чернильного духа. Хань Ли в мгновение ока взлетел на переднюю часть ковчега, в то время как Джу Гаэр и Хуаши дали утвердительные ответы в уважительной манере, прежде чем тоже взлететь на ковчег. Несколько мгновений спустя все земледельцы на горе снова опустились на колени в знак прощания с Хань Ли. После нескольких вспышек гигантский ковчег полностью исчез вдали. По пышной зеленой траве скакали десятки тысяч гибридов коров и лошадей, словно от этого зависела их жизнь. Большинство из них были нормальными дикими зверями, которые даже не достигли никакого интеллекта, и только очень небольшая часть из них была низкосортными демоническими зверями. Эти демонические звери летали по воздуху с крыльями на спине или неслись вместе с порывами демонического ветра вокруг их тел. Внезапно из-за давки зверей раздался резкий вой, вслед за которым 3 горные головы появились над ними среди вспышки малинового света в небе. Все 3 головы были покрыты блестящей зеленой чешуей, а глаза были глубокого желтого оттенка с длинными и тонкими зрачками. Это были 3 гигантские головы питона, и как только они появились, они открыли свои острые клыки в унисон, чтобы выпустить 3 шара света, 1 лазурный, 1 желтый и 1 красный. Шары света спустились сверху, чтобы охватить всю траву, и все скачущие животные внизу были немедленно подняты в воздух, прежде чем полететь к пещеристым постям 3 голов питона, как мотыльки к пламени. Всего за несколько вдохов все звери были полностью поглощены 3 головами. Средняя голова рыгнула с довольным выражением лица, а затем внезапно начала расплываться, как будто собиралась исчезнуть, исчезая из существования. Однако именно в этот момент в глазах одной из боковых голов появился холодный взгляд, и она издала угрожающее шипение, прежде чем заговорить грохочущим голосом. Кто же это пришел благословить своим присутствием мои маленькие луга? 2 другие головы питонов были очень встревожены, услышав это, и они немедленно направили свое внимание в том же направлении со свирепыми взглядами в глазах. Внезапно в том направлении раздался незнакомый голос. «Хе-хе, не стоит тревожиться, товарищ Дао Сан Цуань, я надеюсь, вы были здоровы с тех пор, как мы виделись в последний раз». Как только голос затих, среди вспышки духовного света появился чрезвычайно худой человек в желтом одеянии, прежде чем оценить 3 гигантские головы со слабой улыбкой на лице. Выражение лица средней головы питона слегка смягчилось при виде этого человека, и он сказал холодным голосом: «Ах, так это товарищ Даос Хуан Юаньцзы. Неудивительно, что вы смогли пренебречь ограничениями, которые я установил, и так легко войти в это место. Боюсь, что здесь вы ошибаетесь, товарищ Дао Сан Цуань. Ограничения, которые вы установили, действительно очень сильны, и даже я не смогу отменить их за короткое время». «Вот почему я смог так легко обойти ограничения», — усмехнулся Хуан Юаньцзы, взмахнув рукой, чтобы вызвать шар белого света, внутри которого находилась искусно сделанная миниатюрная дверь размером всего в несколько дюймов. Это дверь 9 иллюзий удачи.
Старый дьявол Цзю Хуань ценит это сокровище так же, как свою собственную жизнь. Как оно оказалось в ваших руках? Воскликнула голова среднего питона. Все очень просто. Я поговорил с ним и убедил его одолжить его мне, ответил Хуан Юаньцзы. Ты думаешь, я трехлетний ребенок? Если сокровище такого калибра можно одолжить только словами, то я отрублю себе голову и отдам ее тебе прямо сейчас. Угрожающе произнесла голова среднего питона. Возможно, одних слов было бы недостаточно, но что, если бы я тоже заключил заманчивую сделку? Спросил Хуан Юаньцзы. Последняя голова питона, которая все это время молчала, наконец нарушила молчание. Какую сделку вы ему предложили? 3 пилюли Чан Юаня, каждая из которых может отсрочить небесную скорбь более чем на 3000 лет, так что 3 из них могут дать ему 10 000 дополнительных лет, чтобы подготовиться к следующей скорби. Возможно, это может быть разница между жизнью и смертью, ответил Хуан Юаньцзы. Понимаю. Пилюли Чан Юань — священное лекарство вашей расы Чан Юань. Бесчисленные чужаки пытались заполучить такую пилюлю безрезультатно, но вы дали старому дьяволу Цю Хуану сразу 3. Неудивительно, что он был готов одолжить вам свое связанное сокровище. Однако зачем вы пришли сюда? Эти пилюли меня не интересуют, так что не рассчитывай соблазнить меня ими, холодно хмыкнула голова среднего питона. Вместо того, чтобы прийти в ярость от холодного поведения питона, в глазах Хуан Юаньцзы появилось лукавое выражение, когда он сказал: «Возможно, тебя не интересуют пилюли Чан Юаня, но разве тебя заинтересует адская сутра?» Адская сутра. У вас есть этот предмет? Это невозможно. Все 3 головы питона были ошеломлены, услышав это, и казалось, что это было что-то чрезвычайно важное для них. Конечно, я не обладаю сокровищем такого калибра, но у меня есть кое-какие зацепки, где можно найти половину сутры. Спросил Хуан Юаньцзы. Это правда. Спросила голова среднего питона, когда холодный свет вспыхнул в его глазах. Я бы не осмелился лгать о чем-то подобном, серьезно ответил Хуан Юаньцзы. Намек на созерцание появился в глазах всех 3 голов питона, услышав это, и после короткого колебания средняя голова сказала: «Хорошо, тогда скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сделала в обмен на эту информацию. Только не говори мне, что ты пришел сюда просто поболтать. Мне нравится разговаривать с такими простыми людьми, как вы, товарищ Даос Санкван. Я пришел сюда, потому что мне нужна ваша помощь в охоте на моего заклятого врага. Для этой цели я также пригласил бессмертного небесного владыку бессмертной пещеры», холодно ответил Хуан Юаньцзы. 3 гигантские головы питона внезапно исчезли, но их место занял молодой даосский жрец со змеевидными узорами по всему лицу, а также вертикальными зрачками, которые были идентичны головам питона. Тебе удалось завербовать и бессмертного небесного владыку. Вы, должно быть, потратили довольно высокую цену, чтобы сделать это. Кто именно этот твой заклятый враг, который заставляет тебя зайти так далеко? Ты знаешь о Цин Юаньцзы? Спросил Хуан Юаньцзы сквозь стиснутые зубы. Я никогда не слышал о таком человеке, но тебя зовут Хуан Юаньцзы, так что Цин Юаньцзы должна быть как-то связана с тобой, верно? Является ли он существом великой стадии Вознесения? Предположил Даос Сан Цуань. Тебе не нужно об этом знать. Все, что вам нужно знать, это то, что мы заклятые враги, и только после того, как мы убьем его, вы сможете получить нужную вам информацию. Кроме того, он не только является существом стадии Великого Вознесения, он довольно силен даже среди тех, кто находится на стадии Великого Вознесения. По крайней мере, я не могу сравниться с ним в бою 1 на 1, сказал Хуан Юаньцзы с мрачным выражением лица. Похоже, это очень неприятная цель. Мы втроем должны были бы победить его без проблем, но убить его было бы довольно неправдоподобно, не так ли? Неужели он не может просто сбежать? Спросил Даос Сан Цуань, нахмурив брови. Я потратил такую большую цену, чтобы подготовиться к этому, поэтому я, естественно, уверен, что мы сможем добиться успеха. Скоро ему предстоит пережить большую небесную скорбь, не говоря уже о том, сможет ли он превзойти ее или нет, по крайней мере, это будет фантастическая возможность сразить его, уверенно ответил Хуан Юаньцзы. Глава 2312. Юэ Лонг. Столкнуться с другой великой стадией Вознесения, находясь в бою, не так-то просто. Сначала я должен подумать об этом, ответил Даос Сан Цуань, плотно нахмурив брови. Конечно. Как насчет этого? Я подожду здесь вашего решения несколько дней. Если вы согласитесь поехать со мной в ближайшие 3 дня, мы отправимся вместе. В противном случае я навещу товарища даиста Джоу Юаня из каньона Кровавой Вендетты. Искусство высасывания сущности, которое он культивирует, чрезвычайно эффективно даже против других существ в стадии Великого Вознесения, ответил Хуан Юаньцзы.
«Хорошо, я дам вам ответ в течение 3 дней», — сказал Дао Сан Цуань, кивнув, затем сделал ручную печать, после чего внезапно исчез с поляны. Что же касается Хуан Юаньцзы, то он взмахнул рукавом в воздухе, выпустив шар золотого света, который превратился в сверкающий дворец на лугу. Несколько красивых женщин в роскошных платьях вышли из дворца, затем почтительно поклонились Хуан Юаньцзы, называя его своим господином. Хуан Юаньцзы улыбнулся, входя во дворец. Над морем, рядом с росой летающих духов, по небу летел гигантский черный ковчег. На палубе ковчега стояло около дюжины дьявольских хрустальных кукольных воинов, испускавших мощные ауры. Всякий раз, когда безрассудный морской зверь выпрыгивал из моря, чтобы напасть на ковчег, несколько марионеток немедленно выпускали столбы света, чтобы мгновенно испарить этих морских зверей. В изысканном и элегантном зале на верхнем этаже гигантского ковчега стояло серебряное кресло, на котором Хань Ли сидел с закрытыми глазами, казалось, о чем-то размышляя. Патриарх Хуаши и Чжу Гаэр почтительно стояли за креслом. Несмотря на то, что это был не первый раз, когда Хань Ли входил в первобытный мир, и он использовал священный ковчег чернильного духа в качестве транспортного средства, ему все еще потребовалось более 2 лет, чтобы добраться до этого места из бескрайнего моря. На другом стуле рядом с Хань Ли сидела женщина в белом, с красными глазами и странной красной руной на глобелле. «Мы скоро войдем на территорию расы летающих духов, товарищ даосская кровавая душа. Ты что, в первый раз сюда приезжаешь?» С улыбкой спросил Хань Ли. Женщина в белом одеянии была никем иным, как клоном кровавой души феи ледяной души, и Хань Ли посетил семью Сюй, чтобы взять ее с собой в это путешествие, прежде чем войти в первобытный мир. Женщина тут же почтительно поклонилась и ответила: «Это верно, я никогда не вступала в контакт с расой летающих духов, но я слышала, что они обладают несколькими типами известных способностей, которые связаны с истинными духовными существами. В прошлом я посещал гонку летающих духов, и один из моих хороших друзей живет в этом районе. Поскольку мы проезжаем мимо, я планирую нанести ему визит по пути. Кстати говоря, действительно ли достоверна информация о доступном месте для телепортации на чужой континент? Было бы огромной потерей времени, если бы мы добрались туда только для того, чтобы это не было правдой», — сказал Хан Ли. «Будьте уверены, старший, торговая гильдия Хэлянь одна из очень немногих скрытых сил, которые охватывают 3 континента, и она сравнима по силе даже с такой суперрасой, как раса Цзяочи, поэтому она обладает телепортационными формированиями, способными к межконтинентальным путешествиям. По каким-то особым причинам торговая гильдия время от времени выставляет на аукцион некоторое место для межконтинентальной телепортации. Мне очень повезло, что я стал VIP-членом гильдии, что дало мне право присутствовать на этих аукционах. Иначе я бы даже не услышал об этом. Так уж случилось, что следующий аукцион состоится в этом году, тогда как если мы будем ждать следующего, нам, возможно, придется ждать несколько десятилетий или даже 2-3 столетия. Таким образом, множество могущественных существ из всех рас стекаются на эти аукционы, объяснила кровавая душа. Я тоже слышал о торговой гильдии Хэлиан. Если бы я знал о существовании этих аукционов еще тогда, когда возвращался с громового континента, то, возможно, избавил бы себя от многих неприятностей. С другой стороны, с моим статусом в то время, я, скорее всего, не был бы воспринят всерьез торговой гильдией Хэлянь в любом случае, Хан Ли усмехнулся. Кровавая душа кивнула в ответ. Даже для торговой гильдии Хэлиан эти аукционы по межконтинентальной телепортации довольно большое дело. Если аутсайдер захочет участвовать в этих аукционах, то ему потребуется рекомендация, и он сам должен быть довольно важной фигурой. В качестве альтернативы безусловный доступ предоставляется тем, кто находится на стадии интеграции тела или выше. Я уверен, что организаторы аукциона очень хотели бы, чтобы кто-то с вашим статусом присутствовал на их аукционе. Надеюсь, все пройдет так гладко, как ты говоришь. Кроме того, я должен тебе кое-что сказать. Я беру тебя с собой, чтобы выполнить наше предварительное соглашение, но как только мы прибудем на громовой континент, нам придется остаться там на некоторое время, так как я хочу кое-что там поискать. Пожалуйста, извини за задержку», — сказал Хан Ли. «Я уже ждал этого долго, небольшая задержка, конечно, не проблема. Если у вас есть что-то, что вам нужно сделать, тогда идите прямо, у меня нет никаких возражений», — без колебаний ответила кровавая душа. «Рад это слышать. Будьте уверены, предмет, который я ищу, будет не слишком трудно найти, поэтому нам не придется тратить много времени на континенте Грома», — сказал Хан Ли с довольной улыбкой. Таким образом, священный ковчег чернильного духа вошел на территорию расы летающих духов, и его массивный рост, естественно, привлек большое внимание. Однако все летающие духовные существа, которые направили свое духовное чутье к ковчегу, немедленно отошли в сторону, почувствовав исходящую от него устрашающую ауру великой стадии Вознесения. В результате все могущественные летающие духи, мимо которых проходил ковчег, просто закрывали на это глаза и вообще не осмеливались остановить ковчег.
На 5-й день после того, как ковчег вошел на территорию расы летающих духов, грубый мужской голос внезапно раздался впереди, как раз когда ковчег проходил над озером. Кто из собратьев даосов пришел навестить нашу расу летающих духов? Меня зовут Юэ Лонг, и я хочу с вами познакомиться. Как только голос затих, впереди вместе с порывом свирепого ветра появилось огромное пространство темных облаков, и появилась девятиглавая птица длиной более 10 тысяч футов. Все 9 голов птицы были чрезвычайно грозными и свирепыми на вид, но ее тело было покрыто сверкающими разноцветными перьями. В то же время он испускал грозную ауру, которая не уступала той, что исходила от массивного ковчега. Мужской голос исходил не от кого иного, как от одной из 9 голов гигантской птицы. Хань Ли немедленно появился в передней части ковчега среди вспышки лазурного света, а затем ответил: «Приветствую тебя, товарищ Даос Юэ Лонг, я Хань Ли из человеческой расы, и я пришел сюда только для того, чтобы навестить старого друга, так что тебе нет необходимости беспокоиться». Услышав это, в глазах девятиглавой птицы мелькнуло удивление. «Хань Ли, может быть, ты и есть тот самый человек-даос, который убил королеву стебареров в царстве старшего дьявола. Пока в человеческой расе нет другого Ханли, я должен быть тем, кого ты имеешь в виду». «Я удивлен, что вы слышали о моих подвигах», — спокойно ответил Ханли. Девятиглавая птица пришла в восторг, услышав это, и быстро превратилась в отвратительного пожилого человека под порывом черного ветра. «Ха-ха, так это действительно ты, товарищ даосист Хань, наша раса летающих духов действительно польщена твоим визитом. Вы должны посетить мою пещерную обитель, чтобы я мог оказать вам гостеприимство. Один из моих хороших друзей был приглашен в древнее царство дьявола, чтобы встретиться с королевой стебареров, и после его возвращения он не раз упоминал о ваших способностях и подвигах». Пожилой мужчина был одет в цветастую мантию из перьев, держа простую на вид желтую деревянную трость и оценивающий, глядя на Хань Ли с восторженным выражением лица. «Понимаю. Из какой расы этот ваш добрый друг?» «Возможно, я знаю о нем», — сказал Хань Ли. «Этот мой хороший друг Даос Юань Фэй из расы длинного тела. Ты слышал о нем, брат Хань?» — спросил Юэ Лонг. Хань Ли на мгновение задумался над этим именем, прежде чем в его глазах появился намек на просветление. Юань Фэй из расы длинного тела. Теперь, когда вы упомянули об этом, у меня есть некоторые воспоминания о нем, и я помню, что он был одним из товарищей даосов, пойманных в ловушку в первоначальном запечатанном месте. Раса длинного тела является прямым соседом нашей расы летающих духов, а коллега даос Юань Фэй мой близкий друг. Во время испытания, которое он перенес в царстве старшего дьявола, он получил несколько довольно серьезных травм, так что в настоящее время он находится в уединении. В противном случае, я уверен, он пришел бы к вам лично. Пожалуйста, приходите и посетите мою пещерную обитель, товарищ даосист Хань, это недалеко отсюда, снова с энтузиазмом пригласил Юэ Лонг. После недолгого раздумья Хань Ли решил, что было бы довольно неуместно отвергать Юэ Лонга, поэтому он кивнул в ответ. «От вашего гостеприимства очень трудно отказаться, товарищ Даос. В таком случае прошу простить мое вторжение». «Фантастика. Пожалуйста, пойдемте со мной, товарищ Даос». Юэ Лонг был в восторге, услышав это, и он сразу же умчался вдаль, как порыв свирепого ветра. «Ждите меня здесь, и я скоро вернусь», — сказал Хань Ли своей небольшой свите, а затем последовал за Юэ Лонг, как полоса лазурного света. Патриарх Хуаши и остальные, естественно, не стали возражать. Будучи существами великой стадии Вознесения, Хань Ли и Юэ Лонг, естественно, были невероятно быстры, и хотя они не летели на полной скорости, расстояние в сотни тысяч километров все еще было покрыто всего за 2 часа, после чего они прибыли над бассейном, окруженным пышным горным хребтом. В центре бассейна находилась гигантская каменная пагода высотой более 10 тысяч футов с более чем 100 уровнями. Было также много других зданий, построенных вокруг бассейна, но все они были расположены в нескольких километрах от каменной пагоды, давая ей широкий причал. Глава 2313. Экстремальный кристалл происхождения. Высокосортные летающие духовные существа различных описаний постоянно входили и выходили из этих зданий, представляя собой довольно оживленное и шумное зрелище. Внезапно небо резко потемнело, и Юэ Лонг спустился в бассейн под порывом свирепого ветра. Все летающие духовные существа в бассейне немедленно прекратили то, что они делали, прежде чем поспешно опуститься на колени и поклониться Юэ Лонгу. Это одна из моих 7 пещерных обителей, и сооружение довольно необычное. «Пойдемте посмотрим вместе со мной, товарищ Даос Хань», — сказал Юэ Лонг Хань Ли, указывая на каменную пагоду внизу. Хань Ли кивнул в ответ, прежде чем медленно спуститься к пагоде, в то время как Юэ Лонг влетел прямо в вход на верхнем этаже пагоды. Примерно через 15 минут Хань Ли сидел на золотом стуле в роскошном зале. Юэ Лонг сидел напротив него в другом золотом кресле, держа зеленый кубок вина с восторженным выражением лица.
Брат Хан — это вино-эликсир происхождения редкое спиртовое вино, сваренное из 49 различных видов спиртовых трав, и оно не только очень эффективно для восстановления магической силы, но и может улучшить концентрацию и бдительность. Это действительно прекрасное вино. Ты точно знаешь, как наслаждаться собой, товарищ Даос, похвалил Ханли с улыбкой, сделав глоток вина. Улыбка Юэ Лонга стала еще более заметной, когда он услышал это. «Если тебе нравится, тогда выпей еще». «Не возражаю, если я это сделаю», — Ханли усмехнулся, прежде чем осушить все вино в своей чашке, затем взял кувшин с вином на столе в свои руки, прежде чем снова наполнить свою чашу. «Ха-ха, я рад, что тебе понравилось вино, брат Хан. Кроме того, у меня есть кое-какие сокровища, которые вы больше нигде не найдете. Почему бы вам не взглянуть и на них?» Сказал Юэ Лонг с улыбкой, прежде чем хлопнуть в ладоши. Снаружи послышались шаги, и 3 служанки, опустив головы, вошли в комнату, прежде чем выстроиться в ряд перед Ханли. Ханли лишь мельком взглянул на 3 служанок, прежде чем переключить свое внимание на серебряные блюда, которые они несли. На каждом блюде лежал прозрачный кирпич размером с ладонь с гладкой поверхностью, один из которых был желтым, другой синим, а последний красным. 3 кирпича испускали ауры земли, воды и огня соответственно, и выражение лица Ханли сразу же немного изменилось, когда он провел по ним своим духовным чувством. Кроме того, чистота их ауры была намного выше, чем у первоклассных духовных камней. Юэ Лонг все это время оценивал выражение лица Ханли, и, увидев удивленное выражение, появившееся на лице Ханли, он улыбнулся и сказал: «Что ты думаешь об этих кристаллах экстремального происхождения, брат Хань? Все они были очищены мной, и они могут быть чрезвычайно эффективными как в качестве материалов для обработки инструментов, так и в качестве заменителей камня духа. Вы хотите сказать, что это не природные материалы? Вы сами очищали эти кристаллы экстремального происхождения». Удивление на лице Ханьли стало еще более явным, когда он услышал это. «Совершенно верно. Мне повезло, что я смог очистить эти кирпичи с помощью секретной техники, но во время этого процесса я потерпел неудачу бесчисленное количество раз и потратил огромное количество драгоценных материалов. Тем не менее, я все еще думаю, что конечный результат того стоил», — ответил Юэ Лонг немного гордо. «Секретная техника, да?» Услышав это, Ханьли слегка прищурился. «Ха-ха, пожалуйста, сначала изучи предметы, брат Хань, а все остальное я тебе подробно объясню позже», — ответил Юэ Лонг, и в его глазах появилось таинственное выражение. «Хорошо, тогда я пойду прямо вперед», — сказал Ханли, кивнув, прежде чем сделать небрежное движение захвата, втягивая синий полупрозрачный кирпич в свою руку. Затем из его глобелы вылетела нить духовного чувства, прежде чем в мгновение эйка исчезнуть в кирпиче, и в то же время он медленно закрыл глаза. Тем временем Юэ Лонг смотрел на него со слабой улыбкой, не делая никаких жестов, чтобы остановить его. Спустя долгое время Ханьли поднял бровь, когда снова открыл глаза, и духовная нить чувства вернулась к его глобелле из-под кирпича. Какая чистая энергия! Количество духовной ци в этом кирпиче по крайней мере в 4-5 раз больше, чем в первоклассном духовном камне той же массы, и степень чистоты — это то, с чем обычные духовные камни даже не могут сравниться. Однако внутренняя структура довольно странная. Кажется, что внутри кирпича есть врожденные духовные паттерны. Если это используется для очищения сокровища, это должно создать какую-то особую способность. «Могу я спросить, какова его долговечность?» — спросил Ханли. Глаза Юэ Лонга загорелись, когда он услышал это, и он усмехнулся. «У тебя действительно острый глаз, брат Хань. Ты перечислил большинство особых характеристик этого кирпича экстремального происхождения. Что касается его долговечности, вы можете смело проверить это на себе». «Хорошо, тогда прошу прощения, товарищ Даос». Странный взгляд промелькнул в глазах Ханли, когда он открыл рот, чтобы выпустить лазурную нить, которая быстро закружилась вокруг полупрозрачного кирпича, прежде чем полететь обратно к нему. Яркий синий свет тут же засиял от кирпича, и на его поверхности появилась неглубокая отметина от меча. Сразу же после этого меч быстро исчез со скоростью, заметной даже невооруженным глазом. Этот кирпич обладает регенеративной способностью формования духа. Воскликнул Ханли. Намек на удивление появился в глазах Лонг Юэ, услышав это. Как и ожидалось от брата Хана, он сразу же распознал эту способность. Действительно, все 3 этих кирпича экстремального происхождения обладают регенеративной способностью формования духа. Если бы сокровище было очищено с помощью этого материала, если бы оно не было полностью уничтожено, оно было бы способно регенерировать и восстанавливаться после любого количества повреждений с течением времени. Некоторые связанные сокровища также обладают регенеративными способностями, но это требует постоянного ухода от истинной сущности владельца, и этот процесс займет гораздо больше времени, чем сокровище с регенеративной способностью формирования духа. Я уверен, что мне не нужно вдаваться в подробности о том, насколько ценен этот материал, не так ли?
Материалы с регенеративной способностью к духовному формованию чрезвычайно редки во всех мирах, не говоря уже о царстве духов. Кроме того, тот факт, что он не был существенно поврежден полосой цемича от меня, является свидетельством его невероятной прочности. Я предполагаю, что вы показываете мне эти экстремальные кристаллы происхождения не только для того, чтобы я мог их критиковать, сказал Ханли, оценивая кирпич в своей руке. Юэ Лонг слегка запнулся, услышав это, прежде чем ответить. Ты прямой человек, товарищ Даосист Хань. В таком случае я тоже признаюсь вам, и я пригласил вас сюда, потому что у меня есть к вам просьба. Если вы поможете мне выполнить определенную задачу, я буду готов дать вам эти 3 кристалла экстремального происхождения в качестве компенсации. Что вы думаете? Брови Ханли слегка нахмурились, когда он сказал: «Всего один из этих кирпичей экстремального происхождения уже довольно ценен, но вы готовы дать мне 3. Я уверен, что задача, которую вы пытаетесь выполнить, не из простых. Сначала скажи мне, в чем дело, а потом я вынесу тебе свой вердикт». Юэ Лонг на мгновение заколебался, прежде чем открыть. Эта задача, возможно, будет довольно трудной для обычных существ в стадии Великого Вознесения, но я уверен, что это не проблема для кого-то из ваших сил, брат Хань. Я потратил так много усилий, чтобы очистить эти экстремальные кристаллы происхождения, как я хочу использовать этот материал, чтобы очистить мощное 5-элементное сокровище, чтобы помочь мне преодолеть мою следующую большую небесную скорбь. Однако даже после нескольких тысяч лет усилий я смог очистить только кристаллы экстремального происхождения этих 3 элементов. Мне нужна помощь, чтобы очистить кристаллы последних 2 атрибутов, и ты идеальный выбор, брат Хан. Ты хочешь, чтобы я помог тебе очистить кристаллы экстремального происхождения? Хань Ли был совершенно ошеломлен, услышав это. Совершенно верно. По правде говоря, эти экстремальные кристаллы происхождения могут быть сформированы только с использованием ци мирового происхождения различных атрибутов. Кристаллы этих 3 атрибутов были вполне управляемы, хотя я много раз терпел неудачу, мне все же удалось добиться успеха несколько раз. Однако утонченность кристаллов экстремального происхождения атрибутов металла и дерева требует удивительного количества ци мирового происхождения, большего, чем-то, с чем я могу справиться и контролировать. И именно поэтому я решил обратиться к тебе, брат Хань, сказал Юэ Лонг, сложив кулак в искреннем приветствии. После недолгого раздумья Хань Ли осторожно сказал: «Если вам нужна только моя помощь в контроле за происхождением ци мира, то я был бы готов помочь вам, но у меня есть несколько вопросов, на которые я хотел бы получить ответы». Юэ Лонг был в восторге, услышав это, и сразу же подсказал: «Продолжай, брат Хань. Если я правильно помню, это наша первая встреча. Почему вы решили обратиться ко мне, а не к своему хорошему другу? Кроме того, будут ли какие-либо непредвиденные опасности, связанные с помощью вам в управлении ци происхождения мира? В конце концов, ци мирового происхождения крайне непредсказуема и обладает непостижимой силой. Кроме того, откуда вы знаете, что я буду достаточно силен, чтобы помочь вам очистить экстремальные кристаллы происхождения оставшихся 2 атрибутов?» Спросил Хан Ли. «Я вижу, что ты все еще не полностью доверяешь мне, брат Хан». «Ха-ха, этого и следовало ожидать. На твоем месте я тоже был бы очень осторожен». «Будьте уверены, я дам удовлетворительный ответ на все эти вопросы», — усмехнулся Юэ Лонг. «Пожалуйста, продолжайте, товарищ Даос», — подсказал Хан Ли. Во-первых, ци происхождения мира атрибутов металла и дерева гораздо труднее привлечь, чем силу неба и земли других 3 атрибутов. Как таковые, они также в несколько раз мощнее, и нет никакого способа, которым среднее существо стадии Великого Вознесения могло бы управлять им. Я только попытался сделать это дважды и не осмелился сделать больше попыток после этого. У меня действительно есть несколько близких друзей, но их силы и способности примерно равны моим собственным, поэтому они, естественно, не окажут никакой помощи в этом отношении. К сожалению, обязанность контролировать силу неба и земли не может ложиться на плечи сразу нескольких людей. Она может быть возложена только на одного человека, чтобы обеспечить бесперебойную работу и успешную очистку кристаллов экстремального происхождения. Что касается вашего второго вопроса, то с моей стороны было бы лживо заявлять, что никакой опасности нет. Однако до тех пор, пока будут сделаны достаточные приготовления заранее, опасность, связанная с контролем над силой неба и земли, может быть сведена к минимуму. По крайней мере, я был в состоянии оставаться в безопасности во время 2 случаев, когда я пытался контролировать металлические и деревянные атрибуты силы неба и земли. Что касается последнего вопроса. Юэ Лонг на мгновение остановился. Глава 2314. Снова встреча с Цзинь Юэ. У меня нет другого выбора. Если я не смогу очистить кристаллы экстремального происхождения атрибутов металла и дерева в течение следующего года, то, скорее всего, потеряю свой шанс сделать это навсегда. В этой нынешней ситуации ты самый вероятный кандидат, чтобы помочь мне добиться успеха, брат Хань, сказал Юэ Лонг с кривой улыбкой. Хань Ли был несколько ошеломлен, услышав это. Что ты имеешь в виду?
Вытягивание силы неба и земли — непростая задача. Мало того, что это может быть сделано только в особых духовных областях, точное время и изменения в силе звезд должны быть рассчитаны заранее для любого шанса на успех. Чтобы усовершенствовать эти кристаллы экстремального происхождения, я потратил огромную цену для мастера прорицания нашей расы, чтобы вычислить изменения в звездах за счет большого куска его жизни. Согласно его предсказанию, изменения в звездах, которые вызвали бы силу неба и земли элементов металла и дерева, чрезвычайно редки, и если я не смогу уточнить крайние исходные кирпичи в этом окне возможностей, следующая возможность может возникнуть через бесчисленные годы в будущем. У меня нет времени ждать, поэтому я должен очистить оставшиеся кристаллы экстремального происхождения в течение следующего года. Если бы я не встретил вас сегодня, то решил бы рискнуть и заручиться поддержкой старого дьявола с довольно дурной репутацией. Однако вы, естественно, гораздо лучший выбор. По крайней мере, вы были готовы отправиться в древнее царство дьявола, чтобы убить королеву Стиборов и спасти так много даосов нашего царства духов, так что вы кажетесь праведным и заслуживающим доверия персонажем, объяснил Юэ Лонг. Выражение лица Хань Ли оставалось неизменным, когда он слушал все это, но его ум лихорадочно работал, когда он делал ряд суждений. Я не очень много знаю о вас, но ответы, которые вы дали, были удовлетворительными, и я не вижу необходимости обманывать вас. Если это не займет слишком много времени, чтобы очистить оставшиеся два типа кирпичей экстремального происхождения, то я могу согласиться помочь вам. Однако в качестве компенсации я хочу получить по одному кирпичику крайнего происхождения двух других атрибутов в дополнение к этим трем, и эти 3 кирпича должны быть немедленно выданы мне в качестве задатка. Юэ Лонг был в восторге, услышав это, и сразу же ответил: это вообще не проблема. Будьте уверены, духовная область, где можно черпать силу неба и земли, находится недалеко, так что мы можем начать в любое время. Что же касается этих 3 кристаллов экстремального происхождения, то они уже ваши. В таком случае не будем больше откладывать. Если вы не возражаете, мы можем отправиться в этот духовный регион прямо сейчас, сказал Хань Ли с довольной улыбкой, взмахнув рукавом в воздухе, выпустив вспышку лазурного света, чтобы убрать 3 крайних кирпича происхождения. Юэ Лонг был очень рад услышать это, и он ответил: фантастика. Вы очень прямолинейный человек, товарищ Даос. Тем не менее, я должен сделать некоторые приготовления, чтобы использовать силу металла и дерева небесной земли. Как насчет того, чтобы остаться здесь на ночь, и мы отправимся завтра? Хорошо, тогда завтра. Пожалуйста, простите мое вторжение на сегодня, согласился Хань Ли после недолгого раздумья. Юэ Лонг был очень рад услышать это, и он немедленно отдал распоряжение, после чего группа служанок вошли в зал с большим количеством спиртовых фруктов и спиртового вина. После этого они вдвоем начали пить и болтать. Внезапно Хань Ли пришла в голову одна мысль, и он сказал: «Кстати, есть кое-кто, о ком я хотел бы спросить вас. Возможно, вы слышали о нем». Юэ Лонг был несколько озадачен этой просьбой, но тут же ответил: «Я обязательно расскажу тебе все, что знаю, брат Хань. Этот даос тоже принадлежит к вашей расе летающих духов, и он обладает очень грозным пятицветным божественным светом, так что он должен быть из расы 5 световых. Я уверен, что вы слышали о нем как о другом летающем духе великой стадии Вознесения», — сказал Хань Ли. Выражение лица Юэ Лонга резко изменилось, когда он услышал это, и он поспешно спросил: «Раса 5 огней? Как зовут этого человека и где вы с ним познакомились?» «Я думал, что это я задаю тебе вопрос», — сказал Хань Ли с намеком на улыбку на лице. «Ах, пожалуйста, простите меня за отсутствие самообладания, просто ваш вопрос действительно застал меня врасплох. Наша раса летающих духов не совсем крупная раса, но у нас никогда не было меньше 3 великих существ в стадии Вознесения. Однако за последние миллион лет из 5 световых рас возникло только одно великое существо стадии Вознесения. Как только он достиг стадии Великого Вознесения, он отправился в долгое путешествие, и с тех пор о нем ничего не было слышно. Мы все думали, что он погиб, поэтому я очень удивлен, услышав, что вы столкнулись с ним. Не могли бы вы раскрыть какую-нибудь информацию об этом товарищеском даосе?» Сказал Юэ Лонг извиняющимся тоном, быстро взяв себя в руки. «Понимаю. К сожалению, у меня не так много информации, чтобы предложить, поскольку я только случайно столкнулся с ним в опасном регионе первобытного мира. Все, что я знаю, это то, что его фамилия Йи и что он обладает пятицветной трансформацией павлина. Я вдруг вспомнил о нем, когда говорил с тобой, и решил спросить о нем по прихоти», — ответил Хань Ли. «Если его фамилия, то он определенно тот самый даос, о котором я говорю. Я рад слышать, что он не погиб. Я надеюсь, что он скоро сможет вернуться в нашу расу летающих духов», — сказал Юэ Лонг с улыбкой, но Хань Ли видел, что его улыбка была слегка натянутой, и казалось, что Юэ Лонг разделял довольно сложные отношения с этим великим существом света 5-й стадии Вознесения. Таким образом, вместо того, чтобы задерживаться на этой теме дальше, Хань Ли небрежно сменил тему на тему культивирования, воздерживаясь от раскрытия истинной судьбы, постигшей этого товарища даосиста И.
По какой-то причине Юэ Лонг тоже больше не задавал никаких вопросов и с готовностью начал обмениваться с Хань Ли знаниями о культивировании. Как раз в тот момент, когда они оживленно беседовали, внезапно вошла служанка и почтительно поклонилась. «Патриарх Юэ, старейшина Цзинь из рода Тяньпэн желает просить у вас аудиенции. Не хотите ли вы ее увидеть?» «Нет. Я никого не хочу видеть. Разве вы не видите, что я принимаю уважаемого гостя?» Юэ Лонг ругался с недовольным выражением лица. «Пожалуйста, простите меня». Слуга окаменел и немедленно поклонился в знак раскаяния, прежде чем поспешно покинуть зал. Однако, прежде чем она успела уйти, Хань Ли внезапно сказал: «Подожди, ты имеешь в виду великого старейшину расы Тяньпэн Цзинь Юэ?» «Ой, вы знаете старейшину Цзинь Юэ?» Юэ Лонг был весьма удивлен, услышав это. «Я встречался с ней несколько раз, и формально она моя знакомая. Почему бы тебе не посмотреть, что она скажет?» Ответил Хань Ли. Юэ Лонг был несколько ошеломлен, услышав это, и немедленно проинструктировал: «Если она ваша знакомая, то я, конечно, готов предоставить ей аудиенцию. Иди и пригласи старейшину Цзиня ко мне». «Да, патриарх Юэ». Служанка быстро удалилась. Вскоре после этого в зал вошла одетая в белое летающая женщина-дух с золотыми крыльями за спиной в сопровождении той же служанки. Женщина имела обычную внешность, но излучала царственную ауру, и она была никем иным, как великим старейшиной Цзинь Юэ из расы Тяньпэн, с которым Хань Ли встречался несколько раз в прошлом. Как только Цзинь Юэ вошла в зал, она сразу же поклонилась и опустила голову, не осмеливаясь оглянуться. Цзинь Юэ выражает свое почтение патриарху Юэ. Тем не менее, она все еще мельком видела Хань Ли боковым зрением, и она была удивлена, обнаружив, что он был довольно знаком. Этот человек сидел как равный напротив Юэ Лонга, так что он тоже должен был быть великим культиватором Вознесения. Может быть, это было великое существо стадии Вознесения, которое она встречала раньше? База культивирования и аура Хань Ли полностью изменились с момента их последней встречи, поэтому она не могла идентифицировать его как бывшего святого ученика ее расы летающих духов. «Теперь ты можешь встать. Почему вы пришли сюда вместо того, чтобы заняться делами расы Тяньпэн?» «Я помню, что посланник от каждой расы может видеть меня только один раз в столетие, если я не вызову их на аудиенцию», сказал Юэ Лонг равнодушным голосом. «У меня не было другого выбора, кроме как прийти сюда, патриарх Юэ». Полгода назад раса Чижун внезапно сделала большой шаг, вторгшись и завоевав более 10 духовных шахт и несколько городов нашей расы Тяньпэн, похитив всех существ Тяньпэн в этих районах. Я лично отправился к расе Чиронг за объяснениями, но был схвачен и ранен несколькими их старейшинами. В результате я была вынуждена уйти в уединение на полгода, чтобы оправиться от своих травм, и я приехал сюда сразу после выхода из уединения, объяснила Цзинь Юэ с яростным взглядом в глазах. «Значит, опять проблема с расой Чиронг». «Я уже знаю об этом», — вздохнул Юэ Лонг с ноткой раздражения в голосе. Сердце Цзинь Юэ слегка дрогнуло, когда она услышала это, и ей внезапно пришла в голову одна мысль. «Что? Может быть». «Верно, великий старейшина расы Чижун тоже приходил жаловаться мне 3 месяца назад, но он сказал, что эта ваша раса Тяньпэн вторглась на их территорию год назад, так что все, что они делают сейчас, оправдано», — сказал Юэ Лонг. Лицо Цзинь Юэ слегка побледнело, услышав это, и она поспешно возразила: «Пожалуйста, разберитесь в ситуации, патриарх Юэ. Это вопиющая клевета со стороны расы Чижун. Случилось вот что. В настоящее время я готовлюсь к своему следующему несчастью. У меня нет времени разбираться в этих тривиальных вещах. Пока выживание вашей расы не находится под угрозой, не приходите ко мне. Теперь ты можешь идти», — холодно сказал Юэ Лонг. Глава 2315. Золотая астральная дьявольская формация. Выражение лица Цзинь Юэ резко изменилось, когда она услышала это, и она поспешно упала на колени снова. «Но патриарх Юэ, раса Циронг слишком сильна для нас, чтобы справиться. Если так будет продолжаться и дальше, даже если наша раса Тяньпэн не будет уничтожена, она превратится в оболочку своего прежнего «я». Пожалуйста, поддержите справедливость для нас, патриарх Юэ». Ты не слышал, что я только что сказал, или думаешь, что я плохо справляюсь?» Юэ Лонг холодно хмыкнул, когда грозная аура вырвалась из его тела. Цзинь Юэ сразу же почувствовала, как воздух сжался вокруг нее, заставляя ее тело чувствовать себя очень тяжелым. Перед лицом этой страшной ауры она не могла даже встать. Лицо Цзинь Юэ побледнело еще больше, когда в ее глазах появился ужас. «Пожалуйста, простите меня, патриарх Юэ, у меня не было таких намерений».
Я знаю, что не должен вмешиваться, но товарищ Даосист Цзинь мой знакомый, поэтому, пожалуйста, сделайте мне одолжение и окажите ей некоторую помощь», внезапно сказал Хань Ли с улыбкой, взмахнув рукавом в воздухе. Огромная сила, придавившая Цзинь Юэ к земле, была немедленно разрушена и растаяла, как снег под палящим солнцем. Цзинь Юэ была ошеломлена, услышав это, и она посмотрела на Хань Ли с недоумением. Вместо того, чтобы прийти в ярость от вмешательства Хань Ли, Юэ Лонг тут же улыбнулся и ответил: «Если это то, чего хочет брат Хань, то это, естественно, можно устроить. Цзинь Юэ, поторопись и поблагодари товарища Даосиста Хана за его доброту». «Это ты». Цзинь Юэ наконец узнала Хань Ли, и ее недоумение стало еще более явным, когда она увидела, что Юэ Лонг обращается с Хань Ли в такой уважительной манере. Какая наглость! Это товарищ Даосист Хань Ли из человеческой расы, и его силы превосходят даже мои собственные. Юэ Лонг ругался с мрачным выражением лица. Цзинь Юэ потребовалось мгновение, чтобы оправиться от изумления, прежде чем она поспешно отвесила глубокий поклон Хань Ли. «Товарищ Даос Хань, нет, патриарх Хань, пожалуйста, простите меня. Я просто была застигнута врасплох». Во время их последней встречи Хань Ли был только на стадии интеграции тела, но теперь даже Юэ Лонг признавал свою неполноценность перед Хань Ли. Эта резкая перемена была слишком велика для нее, чтобы переварить ее. Несмотря на хитрость и непоколебимость Цзинь Юэ, она была полностью прикована к месту. «Хорошо, теперь ты можешь идти. Я обещал коллеге Даосу Ханю, что займусь этим вопросом, так что я определенно найду время для медитации для ваших двух рас», наставлял Юэ Лонг с суровым выражением лица, пренебрежительно махнув рукой. Сердце Цзинь Юэ все еще было наполнено изумлением и недоумением, но она не осмелилась возразить. «Да, сеньор, теперь я ухожу». Однако, поднявшись на ноги, она не могла не взглянуть на Хань Ли еще раз, чтобы убедиться, что он действительно тот самый человек, о котором она думала. Хань Ли слабо улыбнулся ей, а затем передал сообщение через голосовую передачу. «Независимо от того, какая история у меня была с вашей расой Тяньпэн в прошлом, это должно погасить любой долг, который я должен вам, не приходите ко мне снова». Сердце Цзинь Юэ дрогнуло, когда она услышала это, и она уже собиралась что-то сказать, когда Хань Ли указал на нее пальцем издалека. Около дюжины серебряных молний внезапно вспыхнули под ее ногами, образовав небольшую молниеносную формацию во вспышке. В следующее мгновение ее окружение полностью расплылось, и она внезапно исчезла из зала. Хань Ли использовал молниеносную формацию, чтобы телепортировать ее прямо из пагоды. Какая чудесная техника телепортации! Похоже, ваши силы даже превосходят то, что я ожидал. Теперь я еще больше уверен в нашем сотрудничестве, сказал Юэ Лонг, когда его глаза загорелись. В воздухе над обычным зданием, далеко от каменной пагоды, Цзинь Юэ вновь появился среди вспышки серебряной молнии. Она быстро огляделась с озадаченным выражением лица, затем бросила ошеломленный взгляд на каменную пагоду вдалеке. На следующий день, еще до того, как совсем рассвело, две полосы света, одна лазурная, другая черная, вылетели из каменной пагоды и унеслись в определенном направлении. Примерно через день две полосы света достигли небольшого горного хребта, а затем спустились в долину между двумя небольшими горами. «Это и есть та область духов, которую ты нашел?» — спросил Хань Ли, нахмурив брови, когда лазурный свет вокруг него померк. Если не считать бесчисленных кратеров разного размера, долина была совершенно голой. В радиусе нескольких километров от долины не росло ни единой травинки, а все выпуклости в этом районе были чем-то прорезаны, что делало их значительно короче окружающей земли. И единственное, что вообще было примечательно, это гигантский медный столб, расположенный в самом центре долины. Колонна была высотой более 1000 футов, на ее поверхности были выгравированы слои образований, но она была покрыта ржавчиной и выглядела очень ветхой, очень похожей на реликвию далекого прошлого. Это место не выглядит таким уж впечатляющим, но оно не всегда было таким. Оно стало таким бесплодным и пустынным только после того, как пережило две небесные скорби. Духовные области, пригодные для использования силы неба и земли, очень трудно найти, поэтому нам придется обойтись здесь, объяснил Юэ Лонг, направляясь к медной колонне. Я понимаю, но, конечно же, ты не собираешься полагаться только на это сокровище, чтобы черпать силу неба и земли, сказал Хань Ли, бросив взгляд на медную колонну. Хе-хе, конечно, нет. Этот столб известен как металлический столб ветра, и это сокровище, которое я очистил, чтобы помочь привлечь силу атрибута металла. Однако в прошлый раз он был поврежден, поэтому я не стал его снимать. Теперь, когда мы черпаем новую силу неба и земли, мы, естественно, будем использовать и новые сокровища, усмехнулся в ответ Юэ Лонг. Затем он взмахнул рукой в воздухе, выпустив более 100 шаров лазурного света, которые опустились в окружающие кратеры на земле. Затем шары света превратились в более чем 100 блестящих медных столбов, которые были совершенно новыми на вид. Сразу же после этого Юэ Лонг начал что-то напевать, делая ручную печать.
Раздался взрыв громкого грохота, и медные колонны быстро выстроились в гигантский строй с Юэлонгом и Хань Ли в самом центре. Всего существует 108 металлических ветровых столбов, как раз достаточно, чтобы создать золотую астральную дьявольскую формацию. С этим формированием мощь силы неба и земли, которую мы собираемся использовать, будет значительно уменьшена, и вы сможете контролировать силу с относительной легкостью в соответствии с инструкциями, которые я дал вам прошлой ночью, объяснил Юэлонг. Хорошо, идите вперед и начинайте процедуру. Я вмешаюсь, когда потребуется, ответил Хань Ли со спокойным выражением лица, затем направился к вершине ближайшей медной колонны, где стоял, сцепив руки за спиной. Юэлонг, естественно, был в восторге, увидев это, и он немедленно взмахнул своими рукавами в воздухе, выпуская бесчисленные сокровища формации, которые выстрелили вперед к краю долины. Вскоре после этого за пределами формирования медных столбов были установлены еще 7 или 8 более глубоких ограничений. В этот момент Юэлонг снова открыл рот, чтобы выпустить 5 различных сокровищ, состоящих из белого нефритового флакона, пурпурно-золотой тыквы, лазурного диска, серебряного котла и алого веера из перьев. Как только 5 сокровищ появились, они сразу же начали вращаться вокруг Юэлонга. Юэлонг указал пальцем на лазурный диск, и он мгновенно раздулся примерно до 10 футов в размере. Духовный свет разных цветов струился по всей его поверхности, образуя чернильно-черное звездное небо с бесчисленными звездообразными пятнами серебряного света, вспыхивающими внутри него. Затем Юэлонг перевернул обе руки в унисон, призывая 3 серебряные бусины и сеть, которая напоминала черную вуаль. Все это он немедленно бросил в сторону Хань Ли без каких-либо колебаний. Это те сокровища, о которых я говорил вчера, которые помогут тебе противостоять силе неба и земли. При правильном использовании они могут быть чрезвычайно эффективны, сказал Юэлонг. «Спасибо, товарищ Даос, и я обязательно воспользуюсь ими», ответил Хань Ли, поймав сокровища, прежде чем дать им краткий осмотр. Юэлонг кивнул в ответ, прежде чем сесть со скрещенными ногами, оценивая лазурный диск перед собой в тишине. Время медленно шло, и 4 часа спустя звездное небо, проявленное лазурным диском, внезапно расплылось и покрылось рябью, в то время как несколько невзрачных на вид звезд начали светиться мерцающим светом, посылая странные энергетические колебания, вырывающиеся из диска. Намек на волнение появился в глазах Юэлонга, когда он увидел это, и он закричал: «Будь осторожен, товарищ Даос, изменения в звездах вот-вот начнутся, и теперь я собираюсь использовать силу неба и земли». Затем он хлопнул ладонью по земле, и взрыв невидимых колебаний хлынул во все стороны из-под его ног, заставляя окружающую землю сильно дрожать. Ограничения, которые были установлены в окрестностях, также начали издавать громкий жужжащий звук в унисон, и некоторые из них создавали слои световых барьеров, в то время как другие выпускали облака плотного тумана. Что же касается 108 медных столбов в долине, то они беспорядочно вспыхнули несколько раз, прежде чем серия золотых рун начала светиться сверкающим золотым светом на их поверхности. Юэлонг глубоко вздохнул, увидев это, затем встал и махнул рукой в сторону пурпурно-золотой тыквы. Тыква немедленно опрокинулась по его приказу, и из ее отверстия посыпался мерцающий золотой порошок. Порошок оказался чрезвычайно мелким, и в тот момент, когда он был выпущен, он рухнул прямо на землю внизу, по-видимому, чрезвычайно тяжелый.